Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать, как вязать вточной рукав. То есть, как сделать расчет для вывязывания вточного рукава. Вязать вточной рукав можно как снизу, также можно вязать и сверху. Но сверху я сделаю другой урок. Сейчас будем рассматривать, как вязать его снизу. Лучше всего расчет делать для половины рукава. Вторая половина вяжется точно так же. Вот я сделала уже себе, опять же, таким способом, как я показывала ранее. Там я сделала схему кофточки, и на схеме на той были у меня вырез, 3 вида выреза. И я рассказывала, как их рассчитывать и как рассчитывать пройму. Точно так же я обколола рукав у кофты, в которой я себя комфортно чувствую. И сделала длинный рукав на всякий случай. Вот у меня здесь резинка 4 сантиметра. И еще отметила, я часто ношу, в основном летом ношу с коротким рукавом. Отметила тоже. Так что у меня уже заготовка есть. Значит, расчет мы будем делать для половины рукава. Это я вынесла окат рукава, чтобы было получше видно. Ну и начнем. Значит, для начала всегда свяжите образец тем рисунком, которым вы будете вязать изделие. Постирайте его, высушите, посмотрите, как он даст усадку или нет. И вот уже по выстиранному образцу вы делаете расчеты. Значит, для начала мы посчитаем количество петель в самой узкой части рукава. Вот до резинки. Видно. До резинки. Допустим, что у нас ширина всего рукава 20 сантиметров. Значит, здесь у нас ширина будет 10 сантиметров. 10 сантиметров. А у нас, допустим, в 1 сантиметре 3 петли. То есть в 10 сантиметрах их будет 30. Значит, вот здесь мы ставим 30 петель. И подсчитаем количество петель в самой широкой части рукава. Вот здесь. Ну, допустим, если у вас средний размер такой, 36 сантиметров, самая широкая часть рукава полностью, значит, здесь будет у нас половинка 18 сантиметров. 18 сантиметров. 18 сантиметров, вернее, 3 петли. 3 петли умножаем на 18 сантиметров и получаем 50, видно, там 54 петли. Теперь мы должны определить разницу в петлях между вот этой широкой частью и узкой частью рукава. То есть мы от 54 отнимаем 30 и получаем 24 петли. Теперь нам нужно измерить расстояние. Вот поскольку мы измеряли разницу в петлях здесь, а теперь от этой же части до этой измеряем расстояние. Расстояние измеряем по вертикали. По вертикали. Ну, возьмем вот 34 сантиметра.
И вот эти 34 сантиметра, так, и вот эти 34 сантиметра мы должны разделить на 24 петли, вот на этих, на разницу, на 24 петли. И у нас получится примерно 1,4 сантиметрах это. Теперь мы должны узнать, сколько кромочных входит. Берете, значит, образец свой и смотрите, сколько кромочных у вас вошло в 1,4 сантиметра. Примерно их будет 3 кромочных. А мы знаем, что одна кромочная – это 2 ряда. Значит, в 3 кромочных будет 6 рядов. 6 рядов получилось у нас. 3 кромочных – это 6 рядов. Значит, для расширения рукава вам нужно прибавлять по одной петле в каждом 6-м ряду. Значит, вот 6 рядов мы получили, значит, прибавка идет в каждом 6-м ряду. И мне думается, что вы не забудете, что поскольку мы высчитывали это для половинки рукава, для половины рукава, значит, вы эти прибавления будете делать с 2 сторон. Вот вы свяжете резинку. Может быть, вы ее сразу вязать не будете, а сначала наберете набросовую нить на дополнительную резинку, потом сверху вниз провяжете, сколько нужно. Вот. Ряда 2-3 провяжите ровно, не прибавляя. И только уже потом начинаете делать расширение рукава. То есть уже набирать дополнительные петли.